Выход с 60 килограммами на кольцах. Да как это вообще реально? Тут бы хоть подтянуться с таким весом, а он вон что творит. На видео сейчас атлет по имени Артем Широков. Для тех, кто давно следит за моим каналом, помнят, что в прошлом году я делал сюжет о Пере Фернандесе, которому впервые покорился такой гигантский вес. И нет, я не оговорился, именно гигантский, если речь идет о выходах силой. И тогда этот рекорд принадлежал именно Фернандесу, а вот Артем лишь наступал ему на пятки с рекордом в плюс 45. Сейчас же Артем догнал Пере, и я связался с атлетами для того, чтобы узнать о их планах на будущее, какой вес они планируют покорить и вообще, почему решили прогрессировать в таком, казалось бы, странном упражнении, ведь выходы с весом на кольцах нетипичное движение ни для стритлифтинга, ни для воркаута в целом. В общем, друзья, выпуск обещает быть заряженным на рекорды, так что не будем долго тянуть, а сразу колотим любимый напиток и начинаем. Начнем мы сегодня, пожалуй, именно с Артема, ведь, как признался сам спортсмен, свои тренировки выходов на кольцах он начинал в феврале прошлого года, именно в тот месяц, как я опубликовал видео с Пере Фернандесом. А на вопрос, смотрел ли ты этот сюжет, он ответил мне следующее: про Пере я видел твой сюжет, и первое, что я тогда испытал, было отрицание. Подумывал, что возможно у него были блины увешанные или еще что-то. Короче говоря, благодаря ему я убедился, что пределов не существует, и начал усердно тренировать это движение, говорит Артем. Что ж, как видите, ему таки удалось повторить этот рекорд, но как насчет того, чтобы его улучшить? Что ж, Артем пробовал выполнить выход с весом плюс 65, и вот как это выглядело. Давай, тяни! Ну! Почти. Отдохни, сделаешь. Как видите, почти получилось. По словам спортсмена, он не планирует останавливаться и хочет дойти до веса плюс 70 килограмм, а в долгосрочных планах даже есть мечта когда-то покорить 80. Что ж, учитывая, что парню всего 20 лет, все еще впереди. К слову, вдохновил Артема на занятия стритлифтингом другой 20-летний монстр по имени Матвей Златоверховников. Тот самый монстр, который жмет на брусьях плюс 195 и тянет 125 на турнике. Я думаю, все, кто занимаются стритлифтингом, прекрасно знают, кто это такой. А вообще, вы не находите некую закономерность? И Матвею, и Артему, и Пере по 20 лет. И у меня вопрос: что эти ребята вообще себе позволяют? И какие рекорды нам ждать лет так через 5? Вы только посмотрите, как парню даются выходы без веса. Вот вам и ответ на вопрос о том, стоит ли тренироваться с отягощением для развития взрывной силы. Артем, кстати, тренируется всего 3 раза в неделю, в отличие от большинства атлетов, о которых я делал сюжеты. А в упражнениях использует лишь те движения, которые ему необходимы для прогресса в стритлифтинге, то есть отжимания на брусьях, подтягивания и выходы силой на кольцах. Короче говоря, ничего лишнего. На вопрос, знаешь ли ты кого-нибудь с таким же результатом на кольцах, спортсмен сказал, что знает лишь 2, кто смог бы сделать такой же выход с 50 килограммами, а также девушку, которой поддались 24 килограмма, что для девушки просто космический результат. Зовут ее, кстати, Анетта Ковальская, и вот как выглядит ее выход силой. Сразу видно, что плечевой пояс у девушки достаточно неплохо развит, а занимается она, судя по всему, скалолазанием. Помимо всего прочего, девушка еще подтягивается на одной руке, тянет чисто до подбородка 44 килограмма и делает чистыми 10 выходов на кольцах. Короче говоря, результаты такие, что даже мне стало стыдно. Но для того, чтобы стыдно не было, нужно больше тренироваться на кольцах. К тому же кольца — это именно тот спортивный инвентарь, к которому как нельзя кстати подходит фраза «сложнее, чем выглядит», так как при движениях на этом снаряде у вас вовлекается огромное количество мышц-стабилизаторов в работу. К тому же, уверен, вы не раз замечали, что гимнасты, которые доминируют именно на этом снаряде, зачастую выглядят габаритнее других. Ну а если у вас в зале или на площадке нормальных гимнастических колец нет, то без всяких проблем можно заказать их в интернете. Заходим на e-каталог, пишем «гимнастические кольца» и ищем во всех разделах. Все-таки кольца не самый популярный в мире товар, но тут все равно они есть. Причем, как видите, совершенно разные. Ставим от дешевых к дорогим. Разбег от 470 рублей аж до 14 тысяч рублей за кольца. Что ж, единственный совет, который я вам могу дать, это то, чтобы вы обращали внимание на их внутренний диаметр. Он по спортивной гимнастике, по стандартам, должен быть 18 сантиметров.
Кроссфитерские обычно где-то в районе 23 сантиметров, но нам по факту без разницы, так как мы занимаемся воркаутом, нам подойдут и те, и другие. Я это говорю к тому, чтобы вы не взяли маленькие кольца, потому что можете просто попасть на детские, увидев цену, купив дешевые, купите на самом деле детские. Вот. Но нам по факту подойдут вот эти вот за 1700 рублей, диаметр 18 сантиметров, и недорого, и свою функцию будут выполнять. Ссылки на эти кольца я оставлю в описании, чтобы лишний раз вы не искали. Ну и поговорим о Пере Фернандесе. Я, как видите, продолжаю следить за атлетами, о которых когда-то делал свои сюжеты. Ведь ребята, которые оказываются в моих выпусках, становятся в каком-то смысле частью этого проекта. Напомню, что в прошлом году у парня было 6000 подписчиков, теперь у него их аж 20. Наше предыдущее видео набрало почти 1 миллион просмотров. И под своей последней публикацией спортсмен написал: «Изменения требуют времени. Я постоянно вижу множество людей, у которых не хватает терпения. А ведь нужно просто держать фокус и не торопиться, если хочешь добиться прогресса. Вот уже 6 лет, как я занимаюсь калистеникой, и год стритлифтингом. Уже готов разгромить следующий сезон». Вот эта последняя фраза меня заинтриговала. Я решил снова написать Пере, и первое, что я спросил у него, это знает ли он о том, что его рекорд повторили. А также спросил, планирует ли он прогрессировать в этом движении, на что спортсмен ответил мне вот что: «Нет, я не планирую бить свой собственный рекорд. Я, если честно, вообще не делаю выходы на кольцах со времен своего рекорда в 60 килограмм. По факту, я даже тогда не особо-то и готовился. Это лишь был день, когда я впервые попробовал свой максимум в этом движении. Я знаю Артема, потому как мои подписчики не раз присылали мне его видео с момента, как Артем сделал выход с 60 килограммами. Я думаю, что он работал очень тяжело для этого и, как мне кажется, пойдет в этом движении намного дальше», — говорит Фернандес. Вообще, как вы уже, наверное, заметили, каждый из атлетов, о которых мы сегодня говорили, по сути, развивают свои сильные стороны. Ведь очень важно найти то, к чему у тебя есть талант, и в комбинации с упорством это дает такие невероятные, казалось бы, результаты. Но также и немаловажно, чтобы сам процесс приносил удовольствие. Напомню, что Пере выходы дались относительно легко, благодаря тому, что его силовые на турнике и общие кондиции позволяли это сделать. И до того, как выполнить свой выход, парень упорно тренировал элементы. From rooftop to rooftop, I won't fall. No place I can't make it. Life never fake it. No rule that I'm not breaking. I'm just aching to reawaken the world with the music that we're making. Earth-shaking beats back from the future to terminate all the commercialized losers controlling the system. They program your mind. It's time to move forward and leave them. Сейчас же Пере больше погрузился в стритлифтинг и тренирует выходы силой на турнике с весом, а также подтягивания, отжимания на брусьях и приседания. Да-да, я не ошибся, именно приседания, ведь в Испании стритлифтинг несколько отличается от нашего, и спортсмены также тренируют и ноги. На мой взгляд, это правильный подход, так как габаритный верх и худые ноги выглядят не симметрично и некрасиво. К тому же ноги, как ни крути, наиболее эффективное упражнение с точки зрения выброса анаболических гормонов. И сам Пере в нашем с ним разговоре признался, что это позволяет ему быть более совершенным атлетом, ведь до этого он ноги не тренировал. А сейчас спокойно приседает с весом 150 килограмм. Также спортсмену поддались 140 килограмм на брусьях, а с 80-кой на турнике он подтягивается, будто веса там вообще никакого нет. Кстати, со времен прошлого выпуска, судя по комментариям, за ним до сих пор следят наши ребята. Так что результаты у Пере за год выросли как на дрожжах, а фраза «я готов разгромить следующий сезон» означало то, что парень планирует набрать сумму в 450 килограмм по итогу всех 4 движений. Что ж, пожелаем ему в этом удачи. А я буду держать вас в курсе всех событий в моем телеграм-канале и сообществе YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Ну и как в прошлый раз, так и сейчас призываю вас делиться этим выпуском с теми спортсменами, которые по-вашему способны повторить рекорды, о которых мы сегодня говорили. А также попробуйте сами, ведь кто знает, возможно, именно у вас есть талант к подобного рода движениям, и следующий выпуск этого формата на мим будет именно о вас. Ну а также не забывайте жать на этот колокол, поскольку YouTube изменил свои алгоритмы, и если у вас не нажат этот вонючий колокол, то вы попросту не получите уведомления о следующих выпусках. А это, как вы понимаете, нехорошо, ведь благодаря вам и вашей поддержке развивается этот проект, и вместе с ним такой спорт, как воркаут. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся, пока.